Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусный шоколадно-смородиновый торт. Он будет состоять из сочных шоколадных бисквитов, нежнейшего слоя черно-смородинового мусса, яркого освежающего слоя черносмородинового конфи и сырно-сливочного крема. Торт в целом нежный, насыщенный шоколадный бисквит сбалансирован яркой черной смородиной. Торт не только очень вкусный, но и эффектный в разрезе. Давайте готовить. Приготовление начнем с шоколадного бисквита, и перед сборкой торта его нужно будет разделить на 3 коржа. Подробный рецепт этого шоколадного бисквита есть на моем канале, ссылку на него я оставлю в описании под видео. А сейчас перейдем к приготовлению начинок. Итак, приготовим слой конфи из черной смородины. Готовится оно быстро и несложно. И нам нужно заранее подготовить форму для заливки конфи. Это обычное металлическое кольцо, дно которого плотно затянуто пищевой пленкой, и форма установлена на поверхность. У меня подложка. В первую очередь нам нужно замочить желатин в очень холодной воде, тщательно его размешать, чтобы не было комочков, и пока отставить в сторону для набухания. В сотейнике нам нужно соединить пюре черной смородины вместе с сахаром. В данном случае я использую готовое пюре, но его очень просто сделать самостоятельно. Для этого нужно ягоды черной смородины, свежей, либо замороженной, но предварительно ее разморозить. Просто пробить блендером хорошо и затем протереть через сито для однородности. Сотейник ставим на плиту и при постоянном перемешивании лопаткой доводим массу до начала кипения и до полного растворения сахара. Затем сразу снимаем горячее пюре с плиты. Желатин к этому времени должен набухнуть вот до такого состояния. Сразу же вводим набухший желатин в горячее пюре и тщательно перемешиваем венчиком, чтобы желатин полностью разошелся в горячей массе. Выливаем массу в нашу заранее подготовленную форму и затем для охлаждения убираем в холодильник и затем перемещаем в морозилку до заморозки. Теперь приготовим черно-смородиновый мусс. Начало здесь точно такое же, как у конфи. Мы замочили желатин в холодной воде, дали ему набухнуть, а в это время нагрели пюре черной смородины вместе с сахаром. Далее вводим в горячее пюре набухший желатин, хорошо перемешиваем и переливаем массу в чашу для остывания, а в это время подготовим сливки. Сливки для взбивания должны быть жирностью 33-35%, и перед взбиванием они должны быть очень хорошо охлажденными. Я перед взбиванием сливок также всегда дополнительно охлаждаю чашу для взбивания и венчики от миксера. Сливки взбиваем до момента их значительного увеличения в объеме и пышности, но при этом они должны оставаться мягкими, воздушными. Взбивать до устойчивых пиков их не нужно. Вот такими должны получиться сливки. Они значительно увеличились в объеме, стали пышными, загустели, но при этом нет устойчивых пик. Масса из черной смородины к этому времени должна остыть примерно до комнатной температуры. Добавляем к ней наши взбитые сливки. Если масса будет горячей, то сливки просто начнут таять и потеряют весь свой объем. Итак, аккуратно при помощи лопатки соединяем обе массы. И в результате должен получиться вот такой красивый, однородный, ароматный, вкусный черно-смородиновый мусс. Выливаем мусс также в заранее подготовленную форму. И убираем его также в морозилку до заморозки. После того, как бисквит начинки готовы, можно приготовить крем. Здесь я использовала классический крем-чиз на сливках. Я много раз такой крем готовила. В описании под видео я укажу количество ингредиентов и ссылку на технологию приготовления этого крема. И когда все готово для сборки торта, перед самой сборкой нам нужно достать начинки из форм. Они вот так вот заморозились. Ножиком аккуратно проходим вдоль стенок формы, чтобы отделить от нее начинку. И затем аккуратно выдавливаем ее из кольца. Переворачиваем и отделяем от нее пищевую пленку. И теперь можно сразу приступать к сборке торта. Этот шоколадный бисквит, на мой взгляд, достаточно влажный, плюс он хорошо еще дополнительно возьмет влагу из крема, поэтому здесь я бисквиты ничем дополнительно не пропитываю.
На бисквит наносим равномерным слоем крем, хорошо его распределяем и первой из начинок выкладываем на крем черносмородиновый мусс. Мусс легонечко вдавливаем в крем, и вокруг мусса по окружности нужно нанести крем, выровнять его, и затем поверх мусса также нужно нанести тонкий слой крема. В результате мусс должен быть полностью спрятан в креме, как бы запечатан. Затем сверху выкладываем второй бисквит и также наносим на него слой крема, равномерно его распределяем, и теперь все то же самое нам нужно повторить со слоем конфи. Выкладываем слой конфи на крем, слегка его придавливаем и затем также вокруг конфи наносим слой крема, поверх конфи тонкий слой крема и также конфи как бы запечатываем в крем. Вот так в результате у нас должно получиться. Сверху выкладываем последний бисквит и затем остатки крема наносим, если где-то образовались промежутки между бисквитами. И также остатки крема наносим на верхний слой бисквита и тонким-тонким слоем его распределяем. И теперь нам торт нужно убрать на стабилизацию в холодильник минимум на 8 часов. Я такие торты всегда оставляю стабилизироваться на ночь. Я всегда затягиваю торт ацетатной лентой и сверху плотно зажимаю кольцом для надежности. И вот таким в результате торт получается в разрезе. Посмотрите, какой он красивый, на мой взгляд, выглядит очень эффектно. Торт получается очень-очень вкусным. Вообще сочетание шоколада с черной смородиной, оно очень удачное, гармоничное и дополняющее друг друга. И в целом торт получается очень нежным за счет нежного бисквита, нежного мусса. После стабилизации торт, естественно, можно выровнять вашим любимым кремом для выравнивания. Ссылки на 10 разных кремов для выравнивания я оставлю для вас в описании под видео. И вот здесь я хотела, чтобы вы увидели, насколько нежным получается торт, насколько нежный бисквит и его слои. И тортик получился действительно очень вкусным. Обязательно рекомендую вам его попробовать. Но у меня на этой вкусной, красивой ноте все. Как всегда, я вас всех, друзья, благодарю за внимание. Оставайтесь со мной на связи. До новых встреч!